Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас замечательно интересные ручки. Мы будем делать с ними много чего, много каких манипуляций, поэтому подпишитесь на канал. Впереди будет еще много других роликов. Завтра мы на этих руках сделаем дизайн, а сегодня мы начинаем. Итак, ко мне пришла новенькая клиентка. Если вы читаете мой инстаграм, то там я пишу заметки «Путь мастера», и вы знаете, что я решила в Юле на Авито разместить объявление с акционными ценами для того, чтобы привлечь моделек. Для меня это был эксперимент, ну и в принципе мне было интересно новые руки для канала поснимать, ну и, собственно говоря, что-то интересное посмотреть на руках клиентов. Итак, пришла ко мне акционная клиентка, и я, снимая материал, увидела, что у нее на руках жуткий боковой анихализис. Что это такое? Обратите внимание, ноготок у нас отслоенный только по бокам. Скорее всего, это травма, даже не скорее всего, а я зуб даю по поводу того, что это травма, и каким образом эта травма была получена, я тоже знаю. Очень часто мастера сталкиваются с тем, что клиенты, когда выковыривают из-под ногтей всякого рода загрязнения, наковыривают себе дырки в ногтях. Это именно такой случай. Обратите внимание, где у нас расположены пустоты. Именно в тех местах на рабочих пальчиках, где у нас больше всего забивается какая-то грязь. Поэтому клиентка, стараясь вычистить из-под ногтей какие-то грязевые отложения, наковыряла себе вот такие вот отслоения. Ничего страшного в этом нет, мы их аккуратненько вычистим фрезой, дочистимся до ногтевого ложа, и потом это все под материалом аккуратненько у нас отрастет. Самая большая проблема на большом пальчике вот этой руки. Здесь ситуация сложнее всего. Это у нас правая ручка, самый рабочий пальчик. Соответственно, левой рукой выковыривать грязь отсюда вообще неудобно, поэтому этими причинами здесь все очень сильно осложнено. Отслоения здесь довольно-таки крупные. Но при этом ноготь у нас не расслоенный, запаха не имеет, с ним все хорошо, ногтевая пластина чистая. Если не обращать внимания на залежи грязи в этих отслоениях, то ничего смертельного в этом нет. Сделаем отсюда вывод, что это анихализис не грибкового происхождения. Ну и, собственно говоря, если бы это был грибок, он был бы, скорее всего, на всех пальчиках. А так у нас травмированы только некоторые. Наша задача в данном случае максимально вычистить ноготочек, чтобы у нас не было нигде видно перехода от ногтя к ногтевому ложу, чтобы у нас нигде ничего не цеплялось, чтобы грязь наша не смогла забиваться дальше в какие-то полости, чтобы у клиентки не было никаких причин опять туда лезть и что-то выковыривать. И в таком случае клиентке рекомендуется настоятельно повторный визит через 3 недели. Да-да, не через месяц, через 3 недельки, потому что через 3 недельки тот материал, которым я запечатаю эти пустоты, отрастет, сдвинется, и туда опять может начать попадать грязюка. Но, к сожалению, уже сейчас хочу сказать, что 3 недели давным-давно прошло. Клиентка записалась сразу же на повторный визит на мои классические цены, но не пришла, не предупредила, не позвонила, то есть совершенно проигнорировала свою запись. С этим я ничего, конечно же, сделать не могу. Я ей толком объясняла, что это, конечно же, ваше здоровье, что это ваши ручки. Сделайте с этим что-нибудь, следите за этим. Ну, это был выбор этого человека. Поэтому, к сожалению, не могу показать вам динамику. Может быть, я еще этого клиента увижу, хотя, мне кажется, вряд ли. Тем
не менее, поработать с этими руками мне было довольно интересно, и я уверена, в результате у нас ноготочек будет отрастать будет в спокойном состоянии, все с ним будет хорошо. Если клиентка даже не у меня, а у другого мастера сделает коррекцию через 3 недельки и перекроет все эти пустоты правильно, заново, свеженьким материалом, то это тоже будет большой плюс. Ежели затянет коррекцию и к мастеру не попадет или попадет к мастеру, который не знает, что делать с такими ногтями, то там уже, конечно, вариант неизвестен. На второй ручке у нас тоже довольно много пальчиков с расковыренными боковыми вростами. Смотрите, расковырены именно те пальцы, которые удобнее всего ковырять. И именно с той стороны, которую удобнее всего ковырять. Вот возьмите свою ручку, попробуйте из-под нее начать выковыривать грязь чем-нибудь остреньким, как это обычно делают наши клиенты. Берут зубочистку или берут какую-то острую шпажку и начинают выколупывать из-под ногтей грязь. Вот именно в этих местах вы увидите, что ваша рука непроизвольно начинает ковырять дырку под ногтем. А ну, проведите такой эксперимент и напишите мне, пожалуйста, в комментариях, права я или нет. В общем, наша задача, как и на предыдущих ноготочках, все аккуратненько зачистить. Твердосплавной фрезой убираем ноготочек, потом алмазной фрезой, когда будем убирать кутикулу, еще немножечко все это подшлифуем, и получится у нас красивенький, чистенький ноготочек. Основная задача вычистить ногтевое ложе, чтобы там ничего не мешало нашему ноготочку прирастать. Кстати, это уже не первая клиентка у меня с анихолизисом. До этого клиентка у меня была тоже очень интересный был вариант. Мы поснимали с ней 2 части, потом у нее не получилось ко мне попасть. Поэтому, кто не смотрел, обязательно вернитесь, обязательно посмотрите, что мы там делали. Тоже было довольно интересно. Ссылочки оставлю в описании. Ну а кто смотрел, поставьте плюсик в комментариях. В общем, больше всего времени на этой клиентке у нас было затрачено на подготовку ногтей. Именно потому, что нужно было все хорошенечко вычистить, все хорошенечко зачистить. Далее мы действуем по стандартной схеме. Отодвигаем кутикулу, убираем птериги, наносим праймер, базовый гель. И в данном случае все эти места, которые у нас получились дырками, мы будем восстанавливать при помощи стекловолокна.
Итак, для того, чтобы установить стекловолокно, нам необходим жидкий материал, в который мы будем его утапливать. Поэтому мы наносим моделирующий гель в зоне наших дырок и на эти зоны накладываем стекловолокно. В принципе, на самом деле не принципиально. Можно было эти части восстановить при помощи полигелей. Можно было эти части добить при помощи обычных жидких материалов. Совершенно не имеет значения, чем вы будете это восстанавливать. Главное, чтобы архитектура ноготочка у нас соблюлась, чтобы точки вроста стали на место, потому что если мы их на место не поставим, то они потом на это место прирастать и не будут. В этом месте, внимание, в прошлом ролике про анихолизис мне кто-то что-то начинал рассказывать по поводу противогрибковых гелей. Девочки, противогрибковых гелей не существует в природе. Все гели противогрибковые, потому что это химия, в нем грибок не растет, никаким образом он там завестись не может. Никакого питания из химического пластика грибковые поражения у нас получить тоже не могут, поэтому все гели априори противогрибковые. И если у какого-то производителя на банке написано противогрибковый гель, вас обманывают, потому что не бывает противогрибковых гелей. Нет, наоборот, бывают противогрибковые гели все. Итак, мы размещаем волокна стекловолокна на наши травмированные части ноготочка аккуратненько, маленькими порциями. Волокно мы при этом раскатали, причем, обратите внимание, я закладываю довольно-таки высоко волокна, для того, чтобы еще несколько коррекций эти места были дополнительно укреплены. Потому что если клиентка вдруг полезет опять сюда что-то ковырять, то она, конечно же, расковыряет мне гель. А так гель у меня будет на стекловолокне, будет намного жестче и расковырять его будет проблематичненько. Большой пальчик мы, грубо говоря, на стекловолокно полностью наращиваем. После того, как волокна наши подсохли вместе с материалом, я щипчиками убираю излишки, которые явно лишние. И теперь в одну капельку могу моделировать полностью ноготочек. Материалы у меня самовыравнивающиеся. В данном случае я использую именно прозрачный гель для того, чтобы потом при коррекции видеть, что у меня здесь происходит. Либо чтобы это видел другой какой-то мастер, если клиентка не придет ко мне. Ну и здесь я не стараюсь сделать в безопильной технике, потому что подложка у меня, конечно же, неровная, выравнивать ее на этапе подложки мне не хочется, поэтому я кое-как наваливаю туда материал, потом все это быстренько опиливаю. Черновой опил я произвожу при помощи фрезера, а начисто буду пилить пилкой. У меня это занимает очень мало времени, я всю эту процедуру обожаю, поэтому меня нисколечко не напрягает, когда у меня много опила.
Конечно же, изнутри наши ноготочки тоже выпиливаем для того, чтобы у нас было все красивенько. Если кто-то подписан на меня в Инстаграме, то вы эти ручки в сторис у меня видели, я вам показывала. И вообще в сторис я теперь каждый день снимаю именно живой свой формат работы, то есть то, что я делаю день в день. Ну а монтаж на канале у меня задерживается где-то на месяц. Итак, вот такая вот работа была с вами проделана. Вот он, наш отремонтированный ноготок и отремонтированные все ноготки. Даже в таком виде вы уже можете видеть, что точки роста становятся на место. И в дальнейшем они будут только прирастать и отрастать. Надеюсь, я была вам сегодня полезна. Надеюсь, вы не забыли подписаться на канал и поставить лайк этому ролику. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!